Всем доброй ночи, а если честно, доброго раннего утра. Сейчас без 26 утра. И я хочу вам подарить снежный ритуал, так я назвала. Но хочу вам сказать, что этот ритуал можно провести со льдом из холодильника. То есть этот ритуал можно провести круглый год. Ну, естественно, как готовится лед в условиях лета, я думаю, вам рассказывать не нужно. Есть определенные емкости, куда наливается вода, и нужно положить в холодильник, именно в холод. Через некоторое время вытаскиваете, и вот вам кубики льда. Можно провести этот ритуал, начитать на лед и на снег. Но пока есть снег, можете делать на снег. Очень помогает. Это ритуал северный. Традиция северная, северной магии. Но сказать, что нам остались определенные слова этих заговоров, это, к сожалению, не так. Но я знаю эту традицию северных народов лечить свои болезни с помощью снега или льда. Но приблизительно, примерно знаю, какие слова произносились, призывы богов и просьба сил мироздания исцелить их. И вот, как бы взяв за основу эту традицию северную, добавив в свою работу, я создала для вас определенный ритуал. И хочу вам подарить. Кроме всего прочего, вам нужно будет начертить на абсолютно белой бумаге вот этот знак. Это знак очищения, исцеления от болезней. Кстати, хочу вам сказать, что этот знак, если у вас болит голова, например, вы можете нарисовать этот знак, положить под подушку и на следующий день сжечь. От головной боли сразу помогает. Но в этом ритуале нужно делать следующее. Начитывать на снег. Нужно брать в руки снег. Естественно, делайте такие, немножко такие жесткие шарики, чтобы можно было взять в руки. Нужно пронести, протереть чуть-чуть слегка то место, которое болит, положить обратно. И вот так вот постарайтесь, чтобы большее количество снега или льда соприкасалось с той частью вашего тела, которая вас беспокоит, болезнь. После чего этот снег оставляете растаять. Эти свечи должны догореть. Берете этот знак и кладете под подушку. Ложитесь спать. На следующий день этот знак нужно сжечь. И этот пепел вместе с огарками свечей нужно развеять на перекрестке. И уходить. Ничего не нужно туда кидать, не откупаться, ничего. Просто уходите. Через некоторое время, когда ваша болезнь отступится, причем можно делать несколько дней кряду, и несколько дней этот знак сжигать, пепел собирать, вместе с огарками свечей развеять на перекрестке. В этом случае вам дома оставлять нельзя. Вот вы провели ритуал, вынесли это все, развеяли. Что делать с водой или со льдом? Лед или снег тает, естественно. Это все нужно просто смыть. Просто, без никаких слов. Или вылить на землю, или смыть в канализацию, если у вас квартира. Итак, благовоние, 4 восковые свечи, нарисованный заранее знак исцеления, очищения и снег или лед. Начнем. Итак, зажигаем свечи, благовоние и приступаем к ритуалу. Я, наверное, возьму один раз, просто покажу вам наглядно, а остальное будете делать вы сами. Берете
кусочек льда или снег. Натирайте то место, которое у вас болит. Ну, у меня, например, тяжесть в голове часто бывает, потому что из-за работы, из-за усталости, естественно, это все как бы чувствуется. И начинаете читать. Сколько раз нужно читать? Читать нужно до 13 раз, то есть 6 раз, 13 раз. Но иногда, если у вас острые боли, вы можете читать столько, пока не наступит облегчение. Начинаем. Снег тает, болезнь отступает. Силой огня заклинаю, силой воды закрепляю. Призываю северных духов, прошу суровых северных богов. Излечите меня, исцелите меня. Снег тает, болезнь отступает. Вода снимает хворь. Воду смываем в океан. Вместе с водой смываем и болезнь. Северная сила, духи севера, боги севера, суровые, могучие, великие. Мой призыв будет услышан вами и принят. Да будет так, заклято. Хочу вам сказать и напомнить, что у воды есть память. Вода запоминает. Не зря же любовные заговоры читались на воду, давали пить человеку, да и заговоры от болезни начитывались на воду. Вода обладает памятью, она запоминает и положительную информацию, и отрицательную информацию, чтобы вы знали. Если человек дома постоянно проклинает, постоянно наливает чай или суп все время, да чтобы вот у тебя это вот в злости, то члены семьи со временем начнут болеть, потому что вода начинает в себя вбирать эти все отрицательные эмоции, отрицательные слова и передавать всем присутствующим. Вот поэтому говорят, что еда получается вкусной только когда готовишь в хорошем настроении. Продолжаем еще раз. Берем снег, значит, натираем то место, которое болит. Причем может излечить кожаные заболевания, зуд. Если у вас женские болезни, можете просто натереть животик. Собственно говоря, оно все это информативно, это все туда вбирает в себя. Далее, я думаю, вначале объяснила, как нужно делать. Я стараюсь вначале объяснить, чтобы не забыть в конце объяснить откуп и прочее. Поэтому я вам сказала, единственное, что я забыла сказать, что когда у вас все это закончится, завершится, отнесите к дереву, к любому дереву, монеты столько, сколько вам лет, и пиво. Немного пива вылейте на корень дерева, господи, остальное ставьте рядом. Язык заплетается от усталости. Это будет ваш откуп северным богам. Обычно им наливали пиво. Итак, далее продолжим. Снег тает, болезнь отступает, силой огня заклинаю, силой воды закрепляю, призываю северных духов, прошу суровых северных богов, излечите меня, исцелите меня. Снег тает, болезнь отступает, вода снимает хворь. Воду смоем океан, вместе с водой смоем и болезнь. Северная сила, духи севера, боги севера, суровые, вечные, могучие. Мой призыв будет услышан и принят. Да будет так, заклято. Ну и последнее прочитаю. Снег тает, болезнь отступает. Силой огня заклинаю, силой воды закрепляю. Призываю северных духов, прошу суровых северных богов. Излечите меня, исцелите меня. Снег тает, болезнь отступает. Вода смоет хворь, воду смоем в океан. Снимет хворь, извиняюсь. Вместе с водой смоем и болезнь, северная сила и духи севера. Боги севера суровые, вечные, могучие. Мой призыв к вам будет услышан и принят. Да будет так, заклято. Итак,
Все остальное, как и что делать, я вам объяснила. И через некоторое время у вас наступит облегчение, и вы это почувствуете. Но я еще раз вам говорю, серьезные болезни должны лечить врачи. Этот момент не игнорируйте. И помните, что вместе с лечением, да, параллельно с лечением, только магия может помочь вам. Потому что нет, есть моменты, когда снимаются полностью очень страшные болезни, от которых уже врачи отказались и посчитали, что это безнадежно. Но в любом случае нужно делать для начала все возможное. Именно с помощью медицины. Для этого они и существуют, врачи, чтобы излечить. Всем удачи!